Привет, друзья! Сегодня у нас итальянское ризотто ай фунгhi, то есть рис с грибами. Ризотто очень популярное блюдо в Италии. Стоит, пожалуй, на втором месте после пасты. И то только из-за более хлопотного процесса. Нам сегодня понадобится, собственно, рис. Но у меня сегодня опята и вешенки, и немного сушеных белых для аромата. Зубок чеснока и лук. Я буду использовать лук-порей. Полстакана белого вина и немного петрушки. Как опция сливочное масло и твердый сыр. У меня тертая пекарина и пармезан. Если вы веган или поститесь, то можно обойтись и без сливочных продуктов. Нарезаем наши овощи и грибы. В разогретую сковороду наливаем оливковое масло. И туда же кладем половину нарезанного лука-порей. Мне кажется, что его землистый привкус хорошо сочетается с грибами. Пассируем до легкой румяности. Карамелизировать не нужно. Добавляем грибы. У меня 2 порции риса, поэтому я беру 2 чашки грибов. Немного рубленых стеблей петрушки. Две-три столовые ложки перемолотых сушеных белых грибов. Они называются в Италии порчини. Тщательно перемешивая, пассируем их минут 5. Отставляем в сторонку. На среднем нагреве в другую сковороду или плоскую кастрюлю наливаем оливковое масло и засыпаем вторую часть лука. Пассируем до прозрачности. Добавляем рис. Предварительно промывать рис не нужно. У меня итальянский сорт арборио. Такой рис содержит больше крахмала, чем длиннозернистые сорта, что и делает соус кремообразным. Остальное дело техники. Пассируем рис с луком и маслом минуты 2-3. Вливаем в рис белое вино и не переставая помешиваем до полного выпаривания алкоголя. Сейчас начинаем добавлять в рис овощной бульон. По 1-2 черпака за раз. Наша задача – поддерживать влажную среду вокруг риса в консистенции густого супа и подливать бульон по мере необходимости. При этом не переставая помешиваем до полной готовности, но важно не переварить. В этом и состоит вся хитрость готовки идеального ризотто. Все время готовки около 18-20 минут, включая обжарку риса. За 5 минут до готовности добавляем к рису грибы. За 1 минуту до полной готовности добавляем чеснок и петрушку. Тщательно перемешиваем. Добавляем тертый сыр и 1-2 столовые ложки сливочного масла. Перемешиваем до растворения масла и оставляем под закрытой крышкой на 1 минуту. Ризотто готово. Приятного аппетита! Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи на канале.